Проверь, есть ли там, чтобы картошку хранить под уголком, под сиденьями. Можно голым встать и шокировать туристов, которые гуляют по Центральному парку. Уже продают его 2020. Вот холл жилого дома, фотографировать его, к сожалению, нельзя, поэтому только через окно. Собственно, мы находимся в квартире. Когда-то, когда отель был построен, это был отельный номер. Отель был построен в 1907 году, но, как раньше было заведено, в отельных номерах могли жить годами. И конкретно этот номер, и сейчас осталось это название, часто называют Astor Suite, то есть был такой богатый, один из самых богатых людей в мире в то время, когда отель был построен, Джон Астор. Он был потомком очень богатой семьи, и он жил первые годы в этом отеле, но потом утонул на Титанике. Вот, в этом номере очень часто жили представители королевской семьи, жил президент США, которого убили. Кеннеди жил, то есть... В этом номере жил Кеннеди? В этом номере жил Кеннеди. Причем жил не просто останавливался там на ночь или на два, то есть он жил тут довольно продолжительное время. То есть это один из самых известных, популярных таких номеров сейчас квартир в этом отеле. Это угловой номер, выходит на... С одной стороны выходит на Центральный парк, и вот здесь Central Park South улица, а с другой стороны выходит на Пятую авеню. То есть это квартира, и сейчас можно ее купить себе, жить тут всегда или использовать просто как на то время, когда приезжаешь. Собственно говоря, большинство вот этих квартир, они стоят в основном пустые, сюда приезжают люди и живут здесь просто как в отеле, не снимают номер, а у них есть своя квартира. Какие известные люди уже купили здесь квартиры? Ну, из известных нам, в 2011 году Игорь Крутой купил себе квартиру за 40 миллионов. Здесь, эта квартира, кстати, стоит 25 миллионов, то есть немножко она поменьше, похуже. Самые дорогие квартиры — это пентхаусы наверху, они больше по размеру, и там есть большие террасы. Еще кто-то из известных нам есть тут среди жильцов? Поскольку все стараются покупать на компании, не сильно афишировать, где они живут и так далее, я думаю, имена есть, но широкой публике они неизвестны. Кстати, здесь есть и относительно дешевые квартиры, то есть что-то можно купить. Относительно дешево в твоем понимании это сколько? Ну, просто чтобы у нас зрители понимали. Это относительно, не мое понимание, а относительно вообще отеля. То есть за 2 миллиона, там 2 200 можно купить себе квартиру с одной спальней. Вот здесь просто на других этажах. То есть вполне себе терпимые цены. То есть все, кто приезжает в Нью-Йорк, хотели бы, они точно вот здесь вот туристы, ты можешь посмотреть на улицу, здесь много очень туристов ходят, все так снимают, причем аккуратно. Так, вот, и все хотят как бы пожить в отеле, цены тут начинаются примерно там, $500-600 за самый простой номер. В сутки? В отеле, в сутки, да. Самый дорогой 30-40 тысяч за ночь. Вот, поэтому, у кого же есть деньги, они тут могут пожить ночь, 2-3 и так далее. Но сейчас есть возможность купить, начиная от 2 миллионов, 25 миллионов. Это квартира. Какие налоги и квартплата? Да, как владелец квартиры ты должен платить налоги городу. Конкретно по этой квартире это около $15 тысяч в месяц. И плюс еще нужно платить за услуги дому, это порядка $6 тысяч. А что в услуги будет входить? Ну, то есть бармен, консьерж, то есть если там парковка есть, здесь можно заказывать услуги отельные, то есть будут приходить убирать, можно заказывать из ресторанов и так далее. То есть все, что относится к отелю, это тоже можно заказывать, уборки, там чистка одежды, химчистка и так далее, и так далее. Все это входит. Ну, естественно, конечно, отопление, там уборка мусора и прочее. Все это входит в эту цену. Вот, то есть сейчас есть возможность купить себе кусочек истории и пожить там, где жили президенты, члены королевских семей, самые богатые люди мира прошлого. Можно купить себе кусочек истории и сидеть вон там на диванчике, смотреть на туристов. Так, если сейчас у кого-то из зрителей зачесался карман, звонить тебе.
Да, конечно, обращаемся, приходим, смотрим, я провожу экскурсию. Ну, если что, скидку-то сделать можно небольшую? Смотри, эту квартиру выставили на рынок, по-моему, в марте прошлого года за 30 миллионов, нам 29 с копейками. Сейчас она стоит 25, то есть уже скинули, и я думаю, что мы поторгуемся. Смотри, вот это вот такой центр всего. 5-я авеню, Централ Парк, то есть это угловая. То есть, если ты занял очередь в Apple магазин, то можно следить за очередью прямо из окна своей столовой. Ну вот вид классный, вид сразу на Apple. Ты захотел помыть жопу, то хрен ты. Они не открываются, и думаешь? Эти открываются, а наружу... Снаружи нет. Снаружи определенная компания. Они периодически моют, и периодически не очень везде моют. в Нью-Йорке. Да. Ты, кстати, не можешь окно открыть больше, чем на 4 дюйма. Ну, если вы видите, здесь двойные окна. То есть Да. вот эти окна, которые внешние и отдельно специально Ну, а внешне оно же оно чуть-чуть приоткрывается. Да, внешне абсолютно, да, конечно, приоткрывается. То есть оно... Видишь, там с той стороны стопер есть. Ты Да. будешь опираться вот ровно. Ну ты же можешь этот стопер, О, конечно. русская смекалочка снять Да, и открывать окно как хочешь. да. Значит, это кухня. Здесь у нас должен быть модный, да, здесь у нас холодильник. Но самый главный такой вот уголок. Кухня, уголок. Проверь, есть ли там, чтобы картошку хранить под уголком, под сиденьями. Там нет шкафа? Дим, ну мы так не продадим. Надо... Да, ну, конечно, поэтому и стоит всего лишь какие-то... Сколько? 25 миллионов. 25 миллионов долларов за эту квартиру. Я же так понимаю, вот эта вся мебель, это же вот эти компании, которые просто занимаются интерьером. Они обставляют. То есть ты продаешь квартиру, заказываешь, тебе все оставить некий условный интерьер, который потом они вывозят. Это же не хозяйская мебель. Ты на продажу? Да. Знаешь, мне кажется, что это хозяйская мебель. Ты думаешь, что хозяйская Как бы мебель? я практически уверен, что агент сказал, что мебель можно обсудить. Ну мебель можно обсудить, это потому что вот эти компании, кто эти мебель сдают, они же потом ее я готовы надеюсь, тебе продать. 20%. Вид на центральный парк, лошадки, пруд. И что хорошо, ты можешь быть уверен, что вид тебе никто не испортит. Потому что вот в других домах вы квартиру покупаете, а потом кто-то там возьмет и рядом небоскреб построит. И весь этот вид испортит. Вот центральный парк, я думаю, никто застраивать не будет. Знаешь, каждая любая новостройка, которая здесь строится, всегда находятся местные жители, которые против. Были даже протесты, когда такая есть проблема, мне кажется, она частично надуманная, что строить небоскребы, и на центральный парк падает слишком много теней. И там у ежей настроение портится. Ежей, там начинаются местные жители, они протестуют там, и так далее, и так далее. И как бы есть конкретный случай, когда приходилось урезать много этажей, строить меньше, чем хотелось бы, что позволяет нормы для того, чтобы вот это вот общественное сопротивление как-то побороть и все-таки что-то построить. Поление, посмотри, видишь там? Я думаю, они пронумерованы, потому что здесь каждое полено подотчетное. Если кто-то стащит. Интересно, вот эта система, обрати внимание. Система против таяния льда. Вот здесь, видишь? Да. То есть такая вот... Чтобы сосудик не было. Чтобы борьба с сосудами. А вот здесь протянут проволочки, чтобы голуби не садились. То есть голубь тебе письмо от любимого не принесет. Кабинет. Кабинет, да. Можно работать. Можно не работать. Ну что это же все книги, это же все... настоящие? Нет. Или настоящие, подожди. Настоящие. Книги настоящие. Я думал, муляжи. Нет. А это, я так понимаю, система умный дом здесь, да, у нас? Ты можешь открыть открыть аккаунт в отеле и заказывать услуги через отель, это первое. И плюс тут есть умный дом. То есть функционирование, обслуживание. Ну и вот ванная. Тут есть душ. А здесь ванная с видом. То есть можно голым встать и шокировать туристов, которые гуляют по центральному парку. Ну, кстати, мрамор настоящий. Настоящий мрамор. И на полу настоящий мрамор. Чтобы ребенку было весело, смотрите, кровать, которая прямо
выходят на Apple Store, магазин, который находится на 5-м авеню, знаменитый стеклянный куб. Сейчас он идет там ремонт, реконструируют, переделают весь магазин, чтобы он стал еще круче. Но можно спать и смотреть на храм Apple, на главный их магазин. Когда-то владел всем отелем, когда это еще не было квартиры, это все был один большой отель, владел известный нью-йоркский девелопер Дональд Трамп, сейчас больше известен как президент США. Вот. И он купил это, по-моему, в конце 80-х годов, и он даже написал большое письмо в Нью-Йорк Таймс о том, что он покупает Монну Лизу, то есть он не относился к этому как к инструменту для зарабатывания денег, он купил это как произведение искусства. Собственно, это так и вышло, поскольку через много лет он продал с убытками там несколько сотен миллионов долларов, то есть инвестиция получилась не очень выгодная с точки зрения финансов, но с точки зрения владеть таким куском истории значительным. В общем, у него получилось. Слушай, ты владеешь, но ты же каждый месяц еще по 22 тысячи долларов платишь на налог и обслуживание. Не, ну да, мы не про квартиру, мы в целом про отель. Но за отель тоже налоги надо платить. Да, конечно, ты платишь за вот это и так далее, и так далее. Собственно, поэтому у него и он продал значительно дешевле, чем он купил, потому что тот там проводил реконструкцию, но брал кредиты, и, в общем, математика не сошлась, и с убытками он все это продал, но владел. Собственно, в те же годы как раз вышел фильм «Один дома», когда его снимали здесь, и он там появился, там в каких-то кадрах он был, как раз он был владельцем отеля Плаза тогда, в тот момент. Собственник, который выкупил эту квартиру, он делал отдельно полностью custom-made дизайн и все. Потому что квартиры, которые делал девелопер Илад в 2007 году, они выглядят совершенно по-другому. Ну, они как бы обычные, как condo, да, basic. А это уже полностью отдельный. То есть все, отделка, вся мебель. Да. Продаете без мебели? А цена стоит без мебели. Ну, обсуждаемые, так по голосу, Да. да? Ремонт хороший, можно брать. Друзья, кто сомневался, можно брать. Собственно, к той квартире, которую мы видели, которая выходит на 5-ю авеню, вот угловая такая квартира, к ней еще идет, то есть продают две квартиры вместе, двери напротив через холл. То есть продается отдельно такая квартира с одной спальней, она уже выходит у нее есть террасы, выходит во дворик, то есть и две квартиры продают вместе, она как бы... Ну, она совсем маленькая, да, то есть это такая Да, кухонька. она небольшая, маленькая. Кстати, она намного более жилая, если ты обратишь внимание, там какой-то алкоголь стоит и так далее, и так далее. То есть, если в той квартире предыдущей мы ходили больше как по музею, и было видно, что там антиквариат расставлен, то здесь живут. Так, и здесь вот, ну, это как, получается как такой небольшой номер гостиничный. Здесь спаленка, маленькая гардеробная. Это терраса. Квартира, это частная терраса. Видите, она... Тут улица. Нет, это внутренний двор. Ну нет, я имею в виду, это улица, то есть, да. Да. То есть тут дождь, снег, все. Да. Абсолютно. Здесь летом Ух ты. Сейчас, когда был Крисмас, они тут все красиво украшали. Так, и здесь можно поставить гриль и жарить сосиски. Ну да. Вот, конечно. насчет этого я не уверена, но можно попробовать. Не, ну можно газовый поставить, электрический. Так, а шубу здесь можно купить? Шубу? Ну, Прям в отеле? Прямо в отеле. Вот прямо вот. О, а говоришь нельзя. Смотри, сразу можно купить Ярмак, торговый центр. Все, ну можно купить вон ребеночку Версаче этот. Версуйся. Да, комбинезончик. Башня Трампа на 5-й авеню. И здесь есть Трамп-магазин, Трамп-кафе, Трамп-гриль, бутик, бар и Starbucks. А все остальное все Трамп. Трамп-недвижимость. Трамп-вайнери. Вайнери тоже, скорее всего, раз подписано. Трамп Филиппин. Трамп Филипп, ну да, это его, Это, да. наверное, его домик в Шотландии, Трамп Чикаго. Трамп Чикаго, Мумбай, это еще рендер, не знаю. Гольф-поле, наверное, какое-то. Лос-Анджелес тоже гольф. В Вашингтоне Может, где он замок. А здесь Трамп-бар. Вот официальный магазин предвыборной кампании Трампа. Здесь можно номер, шарик купить новогодний. В общем, куча китайского Трамп барахла. 2020. Уже продают его 2020. Но это какой-то неофициальный магазин. Ну, я думаю, нет. Да, это просто китайское барахло. Да, 2020.
Это мага. Мага. Вот так вот. То есть можно покупать и ехать в Дагестан в этой кепочке.